Уоррен Баффет. Один из самых богатых людей в истории, чье имя стало синонимом финансовой мудрости. Оракул из Омахи, так его называют. Он начал инвестировать, когда был еще ребенком. В 11 лет он уже покупал свои первые акции. В 16 лет имел больше денег, чем многие взрослые. Но что на самом деле сделало его богатым? Не просто удача, а уникальная способность понимать, как работают деньги и как использовать их силу. Сегодня я расскажу тебе, как Баффет думал о деньгах и что помогло ему стать миллиардером. Ты услышишь про его философию инвестирования, о том, как использовать сложный процент и, конечно, почему он избегает криптовалюты. Дай мне несколько минут, и ты поймешь, что даже маленькие шаги могут привести к большим результатам. Так что пристегни ремни, мы начинаем. Так кто же такой Уоррен Баффет? Уоррен Баффет родился в 1930 году в Омахе, штат Небраска, в семье брокера. В 6 лет он уже покупал банки с Кока-Колой по 25 центов и продавал за 30, что было его первым бизнесом. В 11 лет он приобрел свои первые акции. В 14 лет начал сдавать дома в аренду. Все, что он делал, было направлено на одно – научиться управлять деньгами. В школе Баффет не был отличником, но он был упорным и сконцентрированным. Он не тратил время на развлечения, он читал книги по финансам, биографии известных людей и изучал все, что касалось денег. Это стало его суперсилой. Он не был одним из тех людей, кто ищет быстрые способы обогатиться. Баффет верил, что самое главное – это понимание процессов. Он был одержим изучением работы рынка и начинал это в молодости. В 1951 году он познакомился с Бенджамином Грэмом, автором «Разумного инвестора», и это изменило его жизнь. Грэм научил его видеть не просто компании, а их истинную ценность. Баффет пошел этим путем – инвестировать в компании с долгосрочным потенциалом, а не в короткие спекуляции. Основные принципы Баффета. Первый принцип – инвестируй только в то, что понимаешь. Баффет никогда не инвестировал в технологии, которых не понимал. Он не покупал акции компаний, не зная, как они работают. Когда он слышал про какой-то новый технологический тренд, он задавался вопросом: могу ли я объяснить это моему 12-летнему племяннику? Если ответ был нет, он не инвестировал. Поэтому он никогда не покупал акции таких компаний, как Amazon или Google, пока не был уверен, что полностью понимает их бизнес-модель. Принцип второй – сложный процент – главный секрет богатства. Баффет начал с малого. Он не был родом из богатой семьи. Он начал инвестировать с маленьких сумм, но за счет сложного процента его капитал начал расти экспоненциально. Он сам говорит: «Мой капитал – это 10% удача, 90% терпения и сложный процент». За счет реинвестирования прибыли, его деньги работали на него. Принцип номер 3 – покупай бизнес, а не акцию. Для Баффета акции – это не просто бумажки на бирже. Он смотрит на них как на доли в реальных компаниях. Он покупает не акции, а часть бизнеса. Он инвестирует в компании, в которых уверен, что они будут прибыльными в течение долгого времени. Если бизнес не стоит своих денег, то акции этой компании тоже не стоят ничего. Принцип четвертый. Лучше купить отличную компанию по хорошей цене, чем посредственную по дешевой. В прошлом Баффет покупал акции мусора по низким ценам. Но с годами он понял, что для того, чтобы заработать на долгосрочной перспективе, нужно покупать качество. Он теперь ищет компании, которые будут успешными через 10-20 лет, а не тех, кто может принести быстрый доход. Принцип номер 5. Не теряй деньги. Никогда. Это правило номер 1 в инвестициях. Но на самом деле оно гораздо глубже. Он всегда тщательно анализирует риски. Он понимает, что потерять деньги – это не просто убытки, это шанс упустить возможности. И самое главное, нужно всегда сохранять деньги, а не тратить их зря. Как он инвестирует? Баффет не спекулянт.
Он не покупает акции, чтобы потом быстро продать и заработать на колебаниях рынка. Он покупает, когда все паникуют, и продает, когда все жадны. Это его философия. Он говорит: будь осторожен, когда все боятся, и не паникуй, когда все хотят купить. Это называется контрцикличность. Он инвестирует в бизнесы, которые стабильно дают прибыль год за годом. Его любимые компании – Coca-Cola, Apple, American Express. Почему? Потому что это бренды, которые переживут любой кризис. Это не просто компании, это символы, которые неизбежно останутся на рынке на десятки лет. Он изучает 3 вещи, прежде чем инвестировать в компанию. Первое. Бизнес работает стабильно. Второе. Руководство честное и разумное. Третье. Компания дает прибыль каждый год. Если на все эти вопросы он отвечает «да», то он покупает. Как он относится к крипте? Баффет всегда был против криптовалют. Он считает, что биткоин и другие криптовалюты – это просто средства спекуляции. Он говорит, криптовалюта не имеет ценности. Это не производит ничего. Это как ракушка, если кто-то хочет ее купить, хорошо, но если нет, то она ничего не стоит. Баффет считает, что криптовалюта – это пузырь, который не имеет настоящей ценности. Но его противостояние крипте – это не просто личное мнение. Он это объясняет: если бы я мог инвестировать в бизнес, я бы выбрал тот, который создает реальную ценность для людей, а не просто пытается заработать на спросе. Поэтому Баффет избегает инвестиций в криптовалюты и сосредоточен на стабильных, проверенных временем активах. Большие ошибки Баффета. Да, даже такие гении, как Баффет, иногда ошибаются. Например, он не вложился в Amazon и Google в начале, потому что не понял их бизнес-модели. Когда мы смотрим на эти компании теперь, сложно поверить, что он пропустил такие гиганты. Но Баффет сам признает свои ошибки. Еще одна ошибка – покупка компании Dexter Shoe, которая в итоге обанкротилась. Он потерял миллиарды долларов, и это стало для него уроком, что важно не просто покупать, а тщательно анализировать компанию. Он долго держал акции IBM, даже когда они начали терять свои позиции на рынке. И хотя IBM и была важной компанией, Баффет также понял, что не стоит зацикливаться на своих ошибках и менять решения, когда рынок диктует новые реалии. Чему мы можем научиться? Есть несколько уроков, которые стоит взять из философии Баффета. Во-первых, учись каждый день. Баффет сам говорит, что он читает по 500 страниц в день. Это не просто работа. Это жизненная философия. Он всегда учится, всегда открывает для себя что-то новое. Если ты хочешь стать успешным, это первый шаг. Во-вторых, не торопись и не ищи быстрых решений. Баффет стал богатым не за месяц, а за десятилетия. Он всегда терпеливо ждал правильного момента для инвестиций. В-третьих, думай на 10 лет вперед, а не на 10 дней. Когда ты инвестируешь в компанию, думай, где она будет через десятилетие. Баффет не покупает акции для того, чтобы продать их через неделю. В-четвертых, инвестируй в себя. Это Баффет считает своей самой успешной инвестицией. Никакие деньги и активы не могут сравниться с тем, что ты получаешь, когда учишься и развиваешь себя. В-пятых, избегай долгов и кредиток. Деньги, которые ты не заработал, всегда влекут за собой финансовые проблемы. Баффет всегда с этим боролся. И, наконец, будь честным и открытым. Репутация – это главное. Она строится годами, но может быть уничтожена за минуту. Верь в людей и всегда уважай их. Уоррен Баффет – это не просто миллиардер. Это философия денег. Он не просто стал богатым. Он научил нас, как правильно подходить к деньгам, как выбирать, на чем стоит зарабатывать, а на чем нет. Баффет доказал, что не обязательно быть гением или рисковать всем, чтобы стать богатым. Нужно просто терпеливо учиться, следовать своим принципам и всегда искать возможности, где другие видят только риски. Если ты понял эти уроки, ты уже на шаг впереди большинства людей.
подпишись на канал, ставь лайк и не забудь написать в комментариях, какую книгу или личность ты хочешь разобрать в следующем выпуске. Это был Код денег. До встречи!